Сегодня в выпуске мы обсудим самые наболевшие и спорные вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции. Как на клеточном уровне происходит процесс заражения? Способно ли ношение масок защитить от коронавируса? Почему дети болеют COVID-2019 в легкой форме? И многое другое. Здравствуйте, мои хорошие! SARS-CoV-2 – одноцепочный РНК, содержащий вирус, относящийся к семейству коронавирида. Он предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью вируса атипичной пневмонии SARS-CoV, известного нам по эпидемии 2003 года по меньшей мере на 79%. Вирион коронавируса имеет шарообразную форму, снаружи он покрыт жировой и липидной оболочкой, из которой выступают булавовидные пепломеры, своеобразные белковые отростки, образующие подобие короны. Поражает вирус преимущественно клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей, желудка и кишечника. Однако он способен также проникать в клетки почек, пищевода, мочевого пузыря, сердца и центральной нервной системы. После внедрения в организм вирус фиксируется на рецепторах мембран клеток-мишеней и с помощью отростков, которые клетка ошибочно принимает за необходимые для ее метаболизма молекулы, беспрепятственно впрыскивает внутрь клетки свою РНК. Именно благодаря отросткам, находящимся в короне, вирус остается невидимым и для иммунной системы человека, которая расценивает его не как инфекцию, а как нужную для метаболизма молекулу белка, и поэтому не уничтожает. По этой причине наличие сильного иммунитета, как показывает практика, не является определяющим фактором в развитии данной инфекции. После внедрения РНК пораженная клетка-мишень начинает синтезировать вирусные протеины, обеспечивая стремительное размножение возбудителя. Далее происходит выход готового коронавируса из клетки, последняя при этом гибнет. Распространение SARS-CoV-2 по организму осуществляется со слизью и стоком крови, вызывая симптомы интоксикации. Так как главной и быстро достижимой мишенью являются клетки верхних дыхательных путей и альвеолярные клетки легких, основными заболеваниями, которые вызывает вирус, выступают острая респираторная вирусная инфекция и пневмония с последующим развитием таких угрожающих жизни состояний, как острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и септический инфекционно-токсический шок. У пациентов с подтвержденным COVID-19 наблюдается повышенная свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов в легких человека и в разы повышает вероятность летального исхода. Исследование, проведенное Вэньчжуном Лю из Сычуаньского университета науки и технологий совместно с Хуалан Ли из Ибинского университета, показывает, что вирус SARS-CoV-2 может атаковать эритроциты человека, связываясь с молекулами гемоглобина, что становится причиной нарушения транспортировки кислорода по кровотоку. Такое воздействие приводит к усилению воспалительных процессов в легких, гипоксемии, развитию симптомов острого респираторного дистресс-синдрома и полиорганной кислородной недостаточности. Связывание вирусных белков с гемоглобином также объясняет возникновение у бессимптомно переболевших коронавирусом так называемого симптома матового стекла. Он проявляется снижением прозрачности легочной ткани из-за сокращения воздушности альвеол и накопления гемоглобина в альвеолах. Отдельно стоит отметить, что человек с низким уровнем кислорода в крови может себя ощущать вполне здоровым, но на самом деле в организме уже начался процесс тяжелой формы заболевания. Ученые окрестили данный феномен счастливой гипоксией. Ужасающие изменения в организме человека могут не отображаться на его повседневной жизни, поскольку заболевший не ощущает этого симптома, комфортно себя чувствует и нормально дышит. Механизм связывания вирусных белков с молекулами гемоглобина, описанный Ли и Лю, вероятно, лежит в основе того феномена, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию.
Дело в том, что у детей в крови преобладает так называемый фетальный гемоглобин, который имеет несколько другое строение, чем у взрослых. Он не содержит бета-цепей, с которыми может связываться SARS-CoV-2, и по этой причине не уязвим для вирусных белков. Возможно, схожая особенность в строении гемоглобина обуславливает невысокую степень заболеваемости и в некоторых странах Африки. В тех регионах, где распространена малярия, высока доля людей с талассемией, генетическим заболеванием, у носителей которого синтезируется мутантный гемоглобин без бета-цепей. Из изложенного выше напрашивается логический вывод. Новая коронавирусная инфекция очень коварна и намного более опасна, чем многие известные нам ранее острые респираторно-вирусные инфекции. Вирус повреждает буквально все системы. Его распространение из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости, которая отделяет носовую полость от полости черепа, способно привести к поражению головного мозга. А изменение обоняния у больного на ранней стадии заболевания может быть первым признаком, свидетельствующим о поражении центральной нервной системы. Помимо этого, новый коронавирус влияет на проницаемость в стенах сосудов, повреждая их, нарушает работу сердечно-сосудистой системы, вмешивается в систему свертывания крови, пагубно воздействует на почки, тотально повреждает легочную ткань. Сейчас уже можно уверенно говорить, и этому есть масса примеров, что даже через несколько месяцев после излечения от COVID-2019 сохраняются серьезные изменения не только в легочной ткани, но и во многих органах и системах организма. Именно благодаря такому широкому кругу патологических изменений, вызываемых коронавирусом, наиболее серьезные осложнения, вплоть до летального исхода, наблюдаются у людей, страдающих ранее такими хроническими заболеваниями, как бронхиальная астма, сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и так далее. Уже изношенные болезнями органы и системы подвергаются мощнейшей нагрузке в результате вирусной атаки и, как правило, не выдерживают. Но не забывайте, даже здоровый организм и крепкая иммунная система не дают стопроцентной гарантии того, что вирус не нанесет тотальных повреждений в случае встречи с ним. На данный момент на территории нашей страны сложилась неблагоприятная ситуация, которая с каждым днем повышает вероятность встретить зараженного человека. Пожалуй, единственный способ, который сейчас у нас есть, чтобы защитить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, строгое соблюдение известных уже всем простых правил: чистые руки, поддержание социальной дистанции в 1,5-2 метра, сокращение до минимума контактов с другими людьми, ношение защитных масок или респираторов в общественных местах. Несмотря на то, что в клетках человека коронавирус SARS-CoV-2 чувствует себя комфортно и в безопасности от иммунных реакций, во внешней среде он быстро погибает. Причина все та же – корона из белка, которая быстро разрушается под действием кислорода. Устойчивость вирус приобретает при высушивании и хранении при температуре плюс 4 градуса по Цельсию, либо при глубокой заморозке. В воде он может прожить 9 суток, но от действия солнечных лучей погибает за четверть часа. Пагубно влияют на него растворители жиров, поверхностно-активные обеззараживающие средства, высокая температура и этанол, убивающий коронавирус за полминуты после обработки кожи спиртовым антисептиком. Что касается медицинских масок, вопрос об их актуальности и способности защитить от вирусов поднимался в нашем обществе неоднократно. Тем острее он стал в свете распространения по миру вируса SARS-CoV-2. Маски, гласит общепринятое мнение, надо носить больным и тем, кто был в контакте с заболевшими, потому что они тоже могут быть потенциальными переносчиками инфекции. А вот здоровым людям маски ни к чему, так как не смогут стать преградой на пути микроскопических вирусов. Так ли это? Однозначно нет. Данное утверждение является глубоким заблуждением, что подтверждают многочисленные исследования как отечественных, так и зарубежных специалистов. В общественных местах маски нужно носить как больным, так и здоровым людям. Доцент кафедры прикладной химии в Токийском университете Кейо, доктор Тоомаки Акуда, провел наглядный эксперимент, в
ходе которого он использовал классификатор подвижности частиц, прибор, позволяющий измерить размер и концентрацию частиц, и 3 вида масок. Профессор настроил аппарат на измерение концентрации частиц, чей размер соответствует предполагаемому размеру вируса, то есть от 20 до 100 нанометров в диаметре. Итоги его работы таковы. На поверхности хирургической маски осело 60-70% частиц. У самодельной маски из 3 бумажных полотенец, сложенных вдвое, результат оказался еще лучше – 80%. Носовой платок, сложенный втрое, задержал 70% частиц, сопоставимых по размеру с коронавирусом. Ученый отметил, что размер частиц меньше, чем зазор между волокнами масок. Однако из-за того, что микробы вируса движутся в броуновском движении, то есть хаотично, а не прямо, потому что сталкиваются в воздухе с другими молекулами, шанс их прямого проникновения довольно мал. Так или иначе, большая часть частиц будет застревать на защитной поверхности средства. Подобные исследования провели и ученые Эдинбургского университета. В ходе эксперимента они запускали дизельный генератор и пропускали струю воздуха через разные маски, используя счетчик частиц, который подсчитывал, сколько частиц через маску прошло. Как выяснили ученые, хлопковый шарф, намотанный на лицо, блокирует 28% микрочастиц. Самая примитивная медицинская маска останавливает 80%, а респираторы в среднем 95%. Круче всех оказались респираторы со сменными фильтрами. Они задерживают 99% микрочастиц. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США CDC провели исследования различных тканей, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для создания маски в домашних условиях. О проведенной работе ученые отчитались в статье журнала ACS Nano. Оказалось, что хлопчатобумажная ткань с плотным переплетением нитей, а также 2 слоя шифона, полиэстер спандекс, отфильтровали от 80 до 99% частиц. Эффективность зависела от размера частиц. Этот результат сопоставим с таковым для масок и респираторов с маркировкой N95 или FFP2. Тот же результат будет, если заменить шифон на натуральный шелк или фланель. Как поясняют исследователи, ткань на основе хлопка служит механическим барьером для частиц. В то же время такие ткани, как синтетический шифон или натуральный шелк, притягивают к себе частицы за счет электростатических сил. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску. Она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхности маски при ее снятии. Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую сухую. Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Но она нецелесообразна на открытом воздухе. Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении. Но однозначно можно сказать, что эпидемия скоро закончится, и мы ее победим все вместе. А на сегодня это все. Не болейте. Берегите себя и близких. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал «Доктор по соседству». И, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!